Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Второй прогноз на 3 месяца – июль, август и сентябрь. Давайте узнаем, какие подсказки нам дадут карты Таро и как это может проиграться в вашей реальной жизни. Итак, начинаем. Оставайтесь со мной. И мы продолжаем наш прогноз, мои дорогие рыбы и рыбки. И, соответственно, 3 колоды. События до конца июля, события августа и события сентября. Давайте узнаем события будущего в целом. Что у вас в июле до конца месяца? Какие энергии преобладают? С чем это будет связано? Какие вопросы, быть может, вам предстоит решать? Что для вас? Двойка кубков или двойка воды – это карта коммуникации, безусловно, причем самых разных. Конечно, эта карта будет говорить история любви, личная жизнь, явно не на последнем плане. И если вы один или одна, то задумаетесь, а почему? А как долго? А надо ли мне это одиночество или нужно что-то исправить? Это в целом партнерские отношения и возможность договориться. И мы переложим даже эту карту на другие сферы жизни, пусть это касается работы, или вы идете в какие-то инстанции, проводить важные согласования. Важно быть правильно понятым, важно правильно как бы излагать свою мысль, потому что это способствует тому, что вы в конце концов решите какую-то свою проблему или вопрос. Или, если вопросы даже работы, тут тоже быть правильно понятым, но это как основа, наверное, всего. Ну а для кого-то, и для людей семейных, это прямо скажем, тут как расцвет ваших отношений может быть после какого-то застоя. И, кстати, для тех, кто один или одна, повод задуматься всерьез. Две эти карты. С одной стороны любовь, контакты, взаимоотношения, с другой стороны вот этот холод. Ледяная пустыня, и мы за забором из мечей. Ведь это карта искаженного восприятия. Это 8 воздуха или 8 мечей. Нам ничто не мешает выйти из-за этого импровизированного забора. Ведь, в принципе, это только наше какое-то восприятие, когда мы можем огораживаться или отгораживаться от мира. Нам кажется, либо мир настроен против нас, либо, может быть, какая-то прежняя история в личной жизни была не самая удачная. Вот я здесь вижу, что вы, мои дорогие, либо какой-то разговор, допустим, с вашим партнером вам запал в душу, если вы в паре. И здесь может быть как недопонимание, у кого-то ссора, и это нужно свести к нулю. Здесь карты предлагают нам как быть свободным арбитром, увидеть какую-то тему взаимоотношений как-то иначе и устранить самое главное – путаницу. Вот эта путаница, она зависит от вас самих. Безусловно, от вашей решимости. Это ведь мы должны выйти вот из-за этого забора, опять же, сделать шаг навстречу. Может быть, завершить одиночество или свести конфликт к нулю. И добрые энергии вам помогают. Вам, в принципе, высшие силы, мои дорогие рыбы и рыбки, помогают улучшить, как и взаимоотношения, момент взаимопонимания с самыми разными людьми, ну и по части личной жизни. Любой, наверное, контакт, он начинается с того, что мы пытаемся как и прочувствовать собеседника и понимать, насколько этот человек подходит нам, да, или что подсказывает наша душа, хотим мы с ним продолжать какие-то взаимоотношения или нет. Вот явно какое-то решение вам надо однозначное принимать. И здесь туз земли, или мы называем туз пентаклей. Это правда, это шанс сам по себе. Я, конечно, допускаю, что для кого-то из вас могут сложиться такие ситуации, когда из прошлого человек вам может попросту написать. Все же туз пентаклей иногда как письмо, сообщение. Но в нашу цифровую эпоху это может быть все что угодно в любой форме. Не обязательно письмо. Но какие-то контакты продолжатся, это точно. Это как новый этап взаимоотношений. И мы учимся правильно строить коммуникацию, так в целом скажем, а для кого-то через вот эти контакты или правильно выстроенный диалог вы можете решить вопросы по части работы. Все же нам
Туз Пентаклей говорит о том, что есть какой-то интерес еще и, может быть, профессиональный. И вот, пожалуй, быть правильно понятым – это основа всего. Видимо, через коммуникацию, а вы, мои дорогие, вы люди, наделенные эмпатией. Вы как раз еще и интуитивные люди. Вы можете прочувствовать собеседника. Пользуйтесь тем, чем вас наделила природа. Ведь для кого-то это может быть шикарная возможность решить какую-то проблему, которая, может быть, тянется длительное время с учетом 8 мечей. И ваша жизнь буквально изменяться начнет очень быстро, ведь это старший аркан. Для кого-то из вас, может быть, это вы решите, где-то сейчас ищете, желая пойти на курсы, изучать какой-то иностранный язык, может быть, еще один, потому что необходимость переезда или необходимость нет этой необходимости, а есть жгучее желание или путешествовать, или куда-то отправиться. Может быть, по этой карте необходимость как расширить собственные рамки, собственные горизонты, добавить новых людей в свои контакты. Может быть, и прежние как-то не складывались, и вы, наконец, придете к выводу, что, ну нет, диапазон общения нужно либо менять, либо просто расширять. Дальше посмотрим. Но определенно стоит новых людей впустить в вашу жизнь. Все карты нам об этом. И будь то это личная жизнь для кого-то, а для кого-то это будут вопросы работы, обучения или каких-то ваших еще задумок. Да тут нет ничего невозможного с учетом аркана колесница. Это сила желаний, мои дорогие, и заведомо нам уже говорят, тут прописано конкретно победа. Но эта победа, она связана еще и с тем, что мы как будто что-то передумали, или мы узнали кого-то заново, или для нас глаза открываются на то, что происходит вокруг нас, и мы просто видим это, как, знаете, пелена спала. Ну, может, и розовые очки тоже спали. Такое я допускаю. Но это добрая карта, которая предвещает успех. И не оглядывайся назад, она нам говорит. Тут сам по себе жизненный драйв, активность, какой-то интересный период у вас. По крайней мере, вторая половина июля, когда я делаю расклад. Ну, я не совсем вторая половина. И, посмотрите, второй старший аркан, 20-й, и это карта возрождения. Тут действительно есть вверху вторые карты. 8 мечей. И мы говорим о какой-то стуже, внутреннем холоде, может быть, и недоверии. Возможно, у кого-то из вас был период, когда это вы свели к минимуму все свое общение, не хотелось и не видеть, и не разговаривать. Но теперь этот период заканчивается. Нам несколько карт говорят о том, что сила возрождения. Где-то туз Земли говорит об этом, потому что, вот посмотрите, новый жизненный этап, мальчик нам изображен, и мы готовы учиться. Мальчик в обнимку с книгой. И тут самые разные формы изучения, обучения или новых контактов. Карта колесница, карта скорости, быстроты, активности и жизненных сил. Ну и карта 20-го старшего аркана, хоть и в классических колодах Таро мы называем эту карту «Страшный суд». А в этой колоде это у нас Таро ангелов, хранителей. Это карта конкретного возрождения. И поэтому возрождение, да, мы еще можем рефлексировать где-то в воспоминаниях, но как будто карта говорит, что нет, это все не имеет значения. Оставь прошлое в прошлом. Опять же, вам отсюда полный вперед. Вот интересный расклад. Где ж вы так подзастряли, мои дорогие рыбы и рыбки? Вообще все шикарно. 4 жезлов – это, знаете, праздник после победы. Я так его называю. Во-первых, 4 жезла, это как 4 столпа, это как 4 стены, это, считайте, как какая-то, ну, может быть, невидимая крепость, но это крепость, я имею в виду, у кого-то и буквально может проиграться работа на дому, почему нет. Но это оплот наших желаний, уверенность в дне сегодняшнем и в завтрашнем, и одновременно наши перспективы на будущее. Ну, наверное, если мы не видим перспективы, то и уверенности нет, соответственно, правда? Так вот, у вас период июля до конца месяца может быть связан с тем, что вы для себя какие-то новые задачи, приоритеты поставите. А самое главное, у вас для этого есть и энергия, и есть возможности. Ну, наверное, принципиальный вопрос – выйти из периода ограничений, которые вы установили, может быть, себе сами. Или все никак не можете что-то начать. Ведь по 8 мечей
искусство первого шага. Вот человек, который нам прорисован, он дошел как будто до этих мечей. И вот теперь его задача просто раздвинуть или взять этот один меч и сделать шаг вперед. Вот уже по другую сторону этого забора находиться. И когда мы сделали первый шаг, мы должны осмотреться, потому что осторожными мы быть должны. Еще многое непонятно. Мы в самом начале какого-то нового волшебного жизненного пути. И тут на все, опять же, сферы жизни все решают люди. И от того, как вы выстроите контакты, таков будет и праздник после победы. Хорошо, давайте спросим. Любовь и личная жизнь. По четверке воздуха мы тут, в общем-то, приводим мысли в порядок. Мы тут не торопимся. Но, может быть, все начинается с вашего главного решения. У кого-то из вас пауза заканчивается, и вы сами должны закончить эту паузу. Да, по этой карте мы отдыхаем. И карта тоже подразумевает, что мы складываем оружие, кстати. Мы тут уже ни с кем не спорим. Опять же, все, что случилось, оно произошло. И в данном отрезке времени то, что было в прошлом, не имеет глобального или принципиального значения. Нам нужно как можно быстрее завершить какую-то паузу или какой-то затянувшийся перерыв. Может быть, это касается, когда даже есть ссора, значит, нужно быть готовым к примирению, если для вас действительно человек очень важен. Ну и человек, соответственно, откликается вам взаимностью. Ведь тут взаимность какая-то с самого начала предусмотрена. Но то же самое где-то и по работе, что-то передумать. Но мы же не можем застрять в этой паузе и бесконечно передумывать. То есть все равно определился и делай первый шаг. Нам об этом говорят карты. Но если это касается какого-то затянувшегося одиночества, хочется сказать, вот так карты выпадают, то это тоже заканчивается. Не оставь что-то на потом. И если нам говорят, что мы складываем оружие, то мы, значит, как-то меняем ход наших мыслей, или мы готовы рассматривать людей такие, какие они есть. Пусть этих людей вы впустите в свою жизнь, кто-то меньше, кто-то больше. Не делать скоропалительных выводов. Это своего рода будет вам защитой от разочарований. Но пока мы что-то новое не впускаем в свою жизнь, так мы и подзастрянем. Вот в этих мыслях, вот в этом обдумывании. А нам ведь предыдущие все карты говорят, тебе отсюда полный вперед. Вот на личную жизнь. Но, может быть, это, знаете, как внутренняя готовность какая-то ваша, вы ее должны прочувствовать. А иногда эта карта говорит, освободись от ментального мусора. Значит, правда, что-то и вам придется как передумать, переиграть. Может быть, свою роль в отношениях вы как-то увидите по-другому. Или пусть уже сложившиеся отношения, если были какие-то недосказанности, если были обиды, лучше проговорить, вынести на поверхность, а не додумывать самому. Самая главная задача не застрять в паузе. Вот, мои дорогие, от начала до конца. Давайте мы достанем с вами карту, которая как ваш совет самому себе из будущего. Наверное, все то, что я долго говорила, карта трансформации. Вот период между прошлым и будущим. Не застрянь вот в этой башне, которая через некоторое время будет разрушена от попадания молнии. Это мы думали, что это башня. Это как какая-то наша система защиты. Самая главная сила привычки. Мы привыкли к этой башне. Прообраз башни – тюрьма. Мы даже перестали замечать, что мы во власти своих предубеждений. Или мы находимся как в зоне ограничений. Мы тоже этого уже не видим. Почему? А мы привыкли. И вот эта башня, хоть она и тюрьмой называется, а стены-то стояли, правда? Вот так вот. Я, конечно, шучу. Тут потому что там карта говорит, что-то будет меняться. Если ты закрыт от контактов, если ты только на своей волне, вряд ли тебе это помогает. Твое время пошло. Оно уже, как идет какой-то новый отчет. И ты теряешь это время. И ангел, который изображен в этой карте, буквально берет человека за руку и выводит из вот этой башни, которая через какое-то время будет разрушена. Сложный этот аркан хотя бы в том плане, что нам нужно быть готовым и
самого себя или саму себя настроить на то, что какие-то изменения извне. Вот-вот вы можете, это как узнать информацию, новость, или меняется вокруг вас что-то, обстоятельства. И на каком-то этапе жизни мы можем этого не видеть. Но механизм перемен, он уже запущен. Сама карта по себе, она так и называется. Перемены и освобождение, свобода, мои дорогие. У вас это проходит в нескольких картах. Значит, это имеет смысл, по крайней мере, для кого-то наверняка. Обдумайте, переложите на свою жизнь. В какой сфере жизни вот это все, вот эта трансформация у вас откликается. У кого-то будет работа, и опять же все решают люди. Вот поэтому, может быть, нам и начинается наш прогноз двойки воды. Но события августа, давайте с вами посмотрим, каковы энергии. Как изменится ваша жизнь. Удивительно, нам снова начинает с той же карты, но уже другая колода. И это у нас август. И я не повторяюсь, но правда, все решают люди, контакты. Может быть, это вам предстоит, мои дорогие рыбы и рыбки, встретиться с человеком каким-то, который сыграет судьбоносную роль в вашей жизни. И карты, которые мы смотрим на июль, они уже вас подготавливают, может быть, как жизненный какой-то экзамен. Или это ваши воспоминания, я такое тоже могу предположить. Давайте пойдем дальше, что случится или произойдет, ух ты. И случится, и произойдет, и где-то неожиданности, но эти неожиданности для вас возможности. Колесо фортуны. Именно фортуна, как удача, счастливый момент, который нужно, правда, не упустить. Мы знаем, раз колесо, значит, присутствует цикличность. И колесо, оно идет сначала наверх, достигает пика или какой-то кульминации, а потом будет неизбежный спад. Вот когда выпадает эта карта, у вас это колесо в данный период времени идет наверх. И карта, понятно, советует не упустить эти возможности. Возможно, вам придется куда-то отправиться, причем очень быстро. Более активный период жизни в августе месяце может быть для кого-то из вас, когда в принципе будет много перемещений, много будет контактов, взаимодействия с разными людьми. И как-то вам придется поспевать, возможно, менять даже свой график работы, труда, отдыха, менять ваши планы. И это будет сделать необходимо, потому что сама судьба, тут ведь нам уже все показали, рассказали, что предыдущий период, все это уже какой-то финиш, окончание, определенное оно существует. Но это не окончание, когда, ну знаете, вот уже точно все закончилось, и мы как с нуля что-то начинаем. Ну, может быть, и есть элемент новизны, потому что освобождение, это понятно. Но нет, здесь что-то, вот как ваша жизнь продолжается совершенно в новой реальности или в других энергиях. И вам нужно себя, ну, может быть, и подстроить или, скажем, красиво, литературно адаптировать. И до конца 2025 года основная задача суметь адаптироваться сначала, а потом организовать свою жизнь по-новому. Это сопряжено с планетарными транзитами. Я сейчас не совсем о картах. Давайте посмотрим, что же там еще у вас случится или произойдет. Ну, правда, про возможность. Вы посмотрите, две карты, по сути дела, возможности и фортуны. Как и колесо фортуны, старший аркан, так и шестерка пентаклей говорит, может быть, о конкретном человеке, который вам готов оказать содействие, как и добрым советом, дельным причем. Это конкретные люди обычно. Или те люди, которые нас поддерживают буквально материально тоже. Может быть, и есть какие-то платежи, которые вам нужно сделать, или необходимые, да, или погасить, может быть, этот платеж. Вот когда шестерка выпадает, пентакли, всегда в нашем окружении такой человек есть. И не всегда это те люди, о которых мы предполагали. Это могут быть другие люди. Но, в принципе, это как помощь высших сил, это какой-то внутренний душевный баланс и баланс внешний. Вот не упустите эту возможность, мои дорогие. Может быть, вот эта двойка кубков. Здесь где-то нам про жизнь личную, ну, я могу допустить. А август, может быть, нам говорят, еще и вдобавок не только личная жизнь, а какая-то история по работе. Что же случится или произойдет? Конечно, кто-то может застрять вот в этом самом отшельнике. Отшельник идет своим путем. Самое главное, вам никто не мешает, когда выпадает эта карта. Но это вам нужно быть, с одной стороны, осмотрительному, потому что мы говорили искусство первого шага.
Сделал шаг и осмотрись. И отшельник, не случайно отшельника несет всегда фонарь. Это по преданию, как прообраз интуиции. И слушайте подсказки собственной души. И, видимо, вам придется не раз, может быть, в течение августа, некоторые элементы или события, которые будут происходить в вашей жизни, вот так вот холодно, потому что отшельник – это не эмоциональная карта, это карта независимого человека и беспристрастного мнения. Нет эмоций, они не влияют на нас. И именно эмоции нам часто создают путаницу в жизни. Вот у вас могла быть вот эта 8 мечей, или, если мы говорили, путаница, потому что слишком много эмоций. Ну, нужно убрать эмоции и оставить ситуацию, и тогда все встает на свои места. И где-то повторяет снова карта «Отшельник». Видимо, для вас это имеет значение. И это 9-й аркан в этой колоде, и нам говорят о том, что будут перемены. И в августе тоже еще что-то будет меняться. И если мы говорим о независимости, это имеется в виду, мы уже никому ничего не доказываем. И если это необходимо, мы готовы где-то отступить полшага назад, как запасной аэродром создать. Или свести к нулю какую-то конфронтацию, если мы даже сталкиваемся с такими людьми, которые тоже слишком эмоциональны или пытаются, ну, как-то эмоционально на нас давить, или наоборот, может быть, не со знаком минуса, а льстить, да, тут надо хорошо подумать, с кем мы будем взаимодействовать, каким образом мы будем взаимодействовать, может быть, как по дистанции, да, по времени, как долго вы готовы что-то продолжать или насколько углубиться либо в отношения, либо в работу, либо как свои ресурсы отдать вы готовы. Вот такой тонкий вопрос. Мы можем и вообще ничего не делать. И тогда у нас вот это бесконечный какой-то холод и ледяная вот эта пустыня, она не закончится. Но вот смотрите, 2-й аркан, который выпадает рядом с отшельником, тоже старший, и 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это завершение. Может быть, завершение одиночества у кого-то, да, окончательное решение. Или окончательное решение вы будете принимать по части работы. Нам уже ведь сказали, что вы вот как приближаетесь, может быть, шаг за шагом к какому-то очень важному решению, которое окажет влияние на последующую вашу жизнь. И это всегда окончание. Это тоже отчасти освобождение, мои дорогие. Потому что то, что уже не служит вашему прогрессу, скорее всего, какой-то опять выбор в августе. И вы наверняка что-то, ну, даже не хотите слушать, либо не хотите рассматривать, либо что-то продолжать. Потому что и не перспективы, и не интереса, и не вдохновения, ну и вообще ничего. Какой-то этап вашей жизни завершается, и вы уже, по сути дела, вы в новом этапе, что уже случится и произойдет. Еще одна башня, вот очень неожиданно, мои дорогие. Но, видимо, кто предупрежден, тот вооружен. Внешние события всегда, когда старшие арканы выпадают, нужно быть осмотрительному, потому что мы сталкиваемся иногда с силой вот этих непреодолимых событий. Нас может словно судьба проверять, насколько мы организованы, насколько мы адаптивны, насколько мы умеем воспринимать ситуацию, не пропуская, опять же, через эмоции. Почему? Вам, скорее всего, придется вот это однозначное решение какое-то и принимать. Но оно может быть обусловлено не потому, что даже вы как бы инициируете или вы очень хотите, а потому что обстоятельства так складываются. И с одной стороны, это вроде как и выбор, а с другой стороны, вроде как и выбора-то нет. Вот такое тоже. Я допускаю, что не у каждого, но все же, видите как, словно 13-й аркан, а дальше у нас идет аркан 16-й. Но 2 карты трансформации. Или это 2 сферы жизни, а начинается-то, посмотрите. Тут ведь добрые какие-то перемены запускают. Давайте так, пофилософствуем 1 минутку. Добрые перемены, посмотрите, 2, а здесь отшельник, одиночество. Здесь у нас колесо фортуны.
но это сопряжено с тем, что что-то завершается. Помощь высших сил, а здесь мы говорим башня, и словно ангел выводит из этой башни, которая будет через какое-то время разрушена. Вам действительно вы под защитой высших сил. Но и вы, мои дорогие рыбы и рыбки, для вас как будто, может быть, не такой простой этап. Пусть этот этап будет в 1 час или в 1 день, когда действительно однозначный выбор вам придется делать. И вполне вероятно не отложить что-то на потом. И дело даже не только в колесе фортуны, а еще и вот в этом аркане 16-й, да, мы говорим трансформация, потому что тут ведь нужно успеть выйти из этой башни. Это как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Иногда по аркану башни, если уже мы про тюрьму, это, знаете, меняются законы, меняются наши пути дороги, потому что куда мы вчера не могли отправиться, сегодня уже зеленый свет. Здесь меняются как какая-то система. Может быть и внешние, опять же, события, но вам это помогает. Поэтому тут не время закрываться, это уж точно. Давайте мы достанем, переложите опять же на свою жизнь, какие подсказки. Внимательному надо быть. Личная жизнь и любовь, что тут для вас? И еще один старший аркан, но ваша сила. Вот эту силу нужно понимать, куда употребить. Это вы можете быть и привлекательны, кстати, и интересны. С учетом этой карты, неважно, девочки меня смотрят или мужчины. Вы, даже мои дорогие мужчины, вы люди тоже наделенные эмпатией. Это вы можете к себе также притягивать как магнит, может быть, прекрасную половину человечества, потому что у вас удивительная способность понять человека. Ну и, мои дорогие девочки, вы будете притягивать тоже. Но все же карта нам говорит старшего аркана. Придется вам, знаете, не делать ничего бездумно или автоматически, а соразмерять свои силы. Может быть, вы подумаете, а участвовать мне в этом проекте или нет. Сказать мне кому-то «да» или, может быть, следует отказаться. Вы не должны на себя взвалить какие-то дополнительные обязанности. Вот это будет внимательно к этому моменту, которые вас, условно так в рамки ставят. Или делают вас в этих обязательствах кому-то либо должному, или как-то вы будете скованы по части закона, вас закон будет сковывать. Я, к примеру, хотя бы даже скажу, когда вы подписываете какой-то документ и берете на себя, может быть, финансовые обязательства, какое-то поручительство, что-то сродни того. И где-то это можно применить к любой сфере жизни. Здесь, правда, рассчитать свою силу. С одной стороны, по аркану сила нам кажется, сейчас горы сверну. Оставьте горы на месте. Может создаться такая ситуация, что вам придется решать серьезные вопросы. То, что мы называем фундаментальными вопросами, как новая точка отсчета. И это будет затрагивать сразу несколько сфер жизни. И поэтому траекторию мы все-таки люди. Окончательно мы просчитать ведь не можем. Мы не знаем, с чем мы еще завтра столкнемся, верно? Но, видимо, как и слушать вашу интуицию, так и, может быть, мудрые решения вам придется применять. И потому что аркан-отшельник – это карта мудрого человека. Но отшельник – это дервиш. Он не берет на себя обязательства. В этой карте тоже где-то есть подсказка. Ничто вам не мешает. Но, может быть, вы сами, где-то есть опасность, вы куда-то поторопитесь. Какой-то тонкий нюанс – он не должен от вас ускользнуть, мои дорогие рыбы и рыбки. Мне очень интересно. Давайте совет вас самих из будущего. Что вы себе сказали бы из будущего на август месяц? Какой совет вы бы дали? Королева жезлов. Вот эти карты такие, да, как, знаете, что-то находится в тени. Вот обратите внимание. Яркие, солнечные, первый триплет и эти две. А в тени все-таки есть то, что не видно, но вами должно быть просчитано. Может быть и не сказано кем-то, но вы словно чувствуете кожей. Опять же, обращаюсь к вашей эмпатии и интуиции. Королева жезлов – это карта сильного человека, но это тот человек, который опыт свой собственный прошел. И грабли не единожды старые где-то там обнаружил. И получил какой-то опять очередной,
ну, не самый приятный эквивалент, будем в целом говорить. Так вот, все вот эти моменты учат королеву жезлов хранить молчание, никому ничего не обещать. Она умеет хранить тайны свои и чужие. Она знает, что иногда и нужно куда-то ускориться, но есть и те вопросы, где не нужно на себя брать обязательства. Вы никогда не узнаете, что задумала королева жезлов, потому что она о своих планах тоже не распространяется, включая свои идеи. Идеи тоже можно украсть. И есть две сферы жизни, где она наиболее продуктивна. Первое, она правильно работает с информацией. Второе, она правильно распоряжается деньгами. Вот вам, видимо, деньги и информация – это где-то ваше все. Но если информация – это люди, безусловно, и то, что мы слышим, и как мы коммуницируем, мы уже сами об этом говорили. Ну и внимание к финансам, как будто тоже это от вас требуется. И в целом это когда вы можете очень многие темы по части как и финансов, да, у нас тут шестерка пентаклей, ведь это еще карта финансового успеха. Но так может быть и вопросы по части вашего дома, личной жизни, может быть и так. Эта карта, кстати, тоже очень такого притягательного, магнетизирующего человека, с которым хочется общаться дальше. Он притягивает буквально как магнит. Может быть, и есть какие-то контакты. И тогда продолжайте. Нам не говорят о том, что мы тут где-то замечтались. Нет, видимо, реалистом определенно быть стоит. Не взять на эмоциях на себя какие-то обязательства, это тоже стоит, потому что чего-то мы не видим. Но и не упустить какую-то волшебную возможность, это вы даете себе. Вот такой совет. Эмоции уже королеве жезлов не мешают. Она испытала эти эмоции в прошлом, да, когда мы про грабли с вами говорили. И теперь она понимает, что серьезные вопросы требуют серьезного отношения. Что же на сентябрь? Что случится или произойдет в сентябре? С чем будут связаны эти события? Ну вот, продолжая, да, по пятерке пентаклей, это всегда недостаток. Первое, недостаток взаимопонимания, значит, не должно быть никаких ссор. Как минимум, нейтралитет вам карта советует держать. И финансы. Финансы тоже. Тут может быть какая-то тема, когда недостаток именно средств. Может быть, вы какую-то покупку хотите осуществить, а может быть, у кого-то, чтобы не было ссоры, нам тоже говорят. Мы можем стоять на выборе, кстати, по этой карте, и пока не понимать с учетом карты Луна, куда же мы идем. Хотя для кого-то из вас это может быть, ведь по Луне со знаком плюс проигрываются наши близкие. Наша семья – это любовь. Опять же, эмпатия, теплый уютный дом, доверительные отношения. И вот этот дуплет может говорить о том, что с вашим любимым человеком будет важно не поссориться, может быть и так. Не настаивать где-то на своем, но и беречь себя, эта карта говорит. Потому что, к примеру, избегайте толпы. Когда Луна выпадает, я всегда говорю, даже внешне на улице, если случайно вы оказываетесь в толпе, то помните вам в другую сторону. Ну и точно так же не быть втянутым, к примеру, в какой-то ненужный спор. Это тоже будет важно. Пусть это даже касается коллектива. Иногда в коллективе любят пообсуждать. И коллектив условно, невидимо делится на какие-то категории, да, или коалиции. Одна может быть за руководителя, другая против, а вам и ни вправо, и ни влево. Вам где-то между. Не создать самому себе проблем, когда просто, может быть, мои дорогие рыбы и рыбки, вы поддержите чей-то разговор, а потом есть опасность с учетом вот этих двух карт, этот разговор перевернут, и вас еще и на словах кто-то может сделать инициатором каких-то неправильных бесед, и потом пойди и договаривайся или объясняй кому-то что-то. Не создайте для себя скользких ситуаций в принципе. Что еще события будущего? Ну, вот тоже есть вот эта двойственность. Но ведь по этой карте мы должны с чем-то разобраться. Это мы можем чувствовать, что это какой-то тупик. А на самом деле нет. Нам говорят, держи глаза открытыми. Этой девушке кажется, что она словно запутана, да, ее кто-то опутывает. Вот в этой колоде вороны – это как символ мудрости. Но мы начинаем с того, что мы видим. Глаза закрыты. И ей кажется,
что это ее какие-то неведомые силы, наоборот, вихрем куда-то закручивают, и что-то происходит непонятное. Карта говорит, открой глаза. И, кстати, вот этот символ мудрости. Вороны как будто пытаются стянуть повязку с глаз. Понятно, у них не получается, и они словно своими лапами, когтями путают еще больше волосы. Поэтому руки свободны нам показаны. Сними повязку с глаз. Посмотри на жизнь без эмоций, опять же. И тебе легче будет сделать какой-то выбор или какой-то тупик закончится. Может быть, одно как будто есть только решение или один какой-то выход из создавшегося положения. Мне интересно, а что это, чего это касается? Верховная жрица, карта тайн, карта интуиции. Не совсем понятно. Может быть, карта такого человека, с которым вы контактируете. Кстати, вот все то, что я сказала по Луне. Вы чего-то не видите, а вам преподносят информацию так, как хотят создать представление в вашей голове, в вашем сознании. А правда, истина, она где-то будет рядом. Ведь всегда Верховная Жрица, она словно между двух колонн. Одно то, что нам намеренно демонстрируют, и второе то, что от нас скрывают. Это как причина ситуации. Вот вам нужно увидеть причину. Вам нужно понимать, откуда ноги растут, да, у какой-то проблемы. Вам нужно что-то детализировать. И вы знаете, мои дорогие, я бы не сказала, если это вопрос касается, ну, может быть, даже новых знакомых, работы или еще какой-то ситуации, может быть, даже и с ближайшим окружением. Храните молчание, ведь, по сути, Верховная Жрица – это в первую очередь о молчании. Никому ничего не обещайте. А если кто-то, к примеру, льстит вам или наоборот, кто-то не согласен, вызывает вас на какой-то конфликт, займите нейтральное положение. У вас вот этот запасной маневр, как отступить полшага назад, он где-то помогает не только в августе, но может иметь принципиальное ключевое значение и еще и в сентябре. Чтобы не быть втянутым туда, куда не надо, вот хочется так сказать. Но опять же, старший аркан какую-то сферу конкретно жизни нам не показывает. А что это может быть? Вот смотрите, рыцарь жезлов в этой колоде – это карта драйва. Это карта окончания застоя и карта неожиданностей сама по себе. Но как будто вот этот рыцарь у нас в лице девушки, и ей нравится этот драйв, лишь бы не было этого стоячего болота. Будьте готовы, не упустив время, куда-то поехать, с кем-то проговорить, может быть, важную тему даже, или найти дельный совет у людей знающих, что-то более конкретизировать, или переместиться в какую-то конкретную местность и там, уже находясь на месте, тоже что-то прояснять. Не сорока на хвосте принесла, а когда вы сами видите своими глазами и слышите от конкретного человека, чтобы не было вот этой какой-то путаницы, неопределенности. Может быть, путаница, вам нужно попросту все расставить по местам. Может быть, и кого-то вывести на чистую воду, причем вы это делать будете скрыто. Что же еще, как событие будущего? Знаете, вот правда, две двойки. Есть, с одной стороны, какая-то путаница, с другой стороны, вы можете оказаться в такой ситуации, что мы, настаивая на своем или думая, что мы в чем-то правы, мы сами себя ограничиваем. И словно попадаем, вот там нам, как в этой карте, в комнате сидит девушка, ничего не меняется. Она просто смотрит, что же там, как пейзаж за окном. Там пейзаж тоже не меняется особенно. Понимаете, вот мы в какой-то стопор не должны попасть в сентябре. Ну, переложите это на себя. Рядом карта скорости, движения и перемен, по сути дела, когда мы готовы к любому повороту событий. Личная жизнь и любовь, что для вас? Страсть. И если любовь – это страсть, страстное желание быть с человеком, ну, тогда примите во внимание. Да, это замечательно, но держите глаза открытыми. Весь предыдущий наш расклад, какая-то личная история. Но, знаете, когда не просто хочется сделать по-своему, или не просто хочется контактировать с человеком, а когда мы и сами можем быть заложниками наших эмоций. И тогда, вот, посмотрите, ведь 15-й аркан – большой шутник, когда он чувствует, что мы попались на удочку.
он начинает свою игру. И нам буквально нельзя быть игрушкой в чужих руках. Наверное, это все то, что я долго говорила. Может быть, личная жизнь не буквально у кого-то с любовью связана, а ваш проект или то, что вы хотите осуществить, может быть, какая-то ситуация, которая касается денег, кстати. Ведь материализм, деньги проходят тоже по 15-му аркану. И вот это тоже жгучее желание, оно нам как закрывает глаза на какую-то реальность. Вот вам нужно дважды, трижды быть реалистами, и все, просчитывать это точно в сентябре. Давайте мы ваш совет себе из будущего. 4 пентаклей. Будь внимателен с деньгами. Но это карта ревности, кстати, вот с 15-м арканом. Поэтому карта-то нам говорит еще, и ревность тебе тут точно не поможет. Или, когда ты настаиваешь на чем-то на своем, может быть, и придется принять какую-то реальность. Или вот, если, смотря чего касается вопрос, в разумных пределах либо за что-то заплатить, иными словами, поделиться, да, то, что находится в этой сумочке, ради собственного же блага, с учетом рядом 15-го аркана. И это, может быть, будет очень важно для вашей даже стабильности или какого-то нового витка событий, или новых возможностей. Как будто, ну, даже не совсем тут про деньги. Тут может какой-то вопрос как будто состоять из денег. А по факту, или вы можете воспринимать, к примеру, что вот деньги и все, или финансы – это тема номер раз, и вы не видите чего-то другого. Вот вам сила желания, к примеру, даже заработков, не должна закрыть какие-то очень тонкие нюансы, хочется сказать. По 4 мы ведь тут тоже словно слепы. Посмотрите, нам даже художник изобразил девушку, она закрыла глаза и ничего не хочет знать. В плане совета нам говорят, все контролируй. Вот как контроль, включая какие-то мелочи, как и взаимоотношения, как и какие-то договоренности. Или по документам, что вы подписываете, куда подпись поставили. Или даже пусть денежную ситуацию. Будьте реалистом. Вот хочется сказать именно так, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я благодарна за ваши комментарии, искренне, мои дорогие. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.